Друзья, прямо сейчас культовые байк-парки Европы превращаются в смертельные ловушки. Буквально за последнее время сразу несколько трагедий. В Лиаганге 18-летний парень разбился насмерть на черной трассе, а в швейцарском Туне 48-летний любитель улетел в 4-метровый обрыв. И это было прямо на глазах у очевидцев. Почему же это происходит с опытными спортсменами и какая скрытая опасность поджидает вас на знакомой трассе? В этом ролике мы во всем разберемся. Первая и самая главная проблема – это иллюзия безопасности, а именно катание вне официального графика. Многие думают, что если курорт закрылся и трасса опустела, вот он, идеальный шанс погонять в тишине и без трафика. Но эта горная тишина смертельно обманчива. Давайте обратимся к трагедии в Лиаганге. 18-летний парень разбился в 7:30 вечера, через 3 часа после того, как выключили подъемники. Когда канатная дорога останавливается, с трассы уходят все – и патрули, и маршалы, и тем более медики. В этот момент включается жестокое правило золотого часа. Это первый час после получения серьезной травмы, в течение которого медицинская помощь наиболее эффективна. Ведь если успеть доставить пострадавшего в операционную за эти 60 минут, шанс выжить превышает 90%. Но если на пустом треке вы попадаете в беду, вас просто некому стабилизировать в эти самые критические минуты. И останется надеяться, что вас найдут только случайные прохожие, но может быть уже слишком поздно. При этом отсутствие медиков – это только половина беды. Закрытый курорт мгновенно превращается в опасную рабочую зону для тяжелой техники. Между деревьями на склонах могут натягивать стальные лебедки прямо на высоте груди. Фактически это невидимые струны убийцы. А в сумерках на полной скорости у райдера нет ни единого шанса их заметить. И добавьте к этому рельеф, который за весь день сотни байкеров превратили в стиральную доску. Добавьте стремительно падающую видимость, утомление в мышцах и упавшую температуру, от которой дубеет резина и подвеска. В общем, друзья, нужно понимать, что катка вне расписания – это не романтика и не эксклюзивный доступ к треку. Это чистая рулетка, где на кону стоит ваша жизнь. Следующая важная проблема – это наличие и качество экипировки. На сложной трассе защита буквально разделяет жизнь и смерть. Давайте еще раз вернемся к трагедии в Лиаганге. В официальном отчете полиция отдельно заявила, погибший парень был одет недостаточно экипированным для прохождения черной экспертной трассы. У него просто не было шансов выжить при падении. Но есть и другая сторона. Погибший в Швейцарии 48-летний райдер был в полной защите и дорогом фуллфейсе, но там произошел критический вылет с траектории на огромной высоте. Это и есть главный урок, который нужно усвоить. Экипировка не гарантирует вам бессмертие, но ее отсутствие на сложных прыжковых треках – это чистое самоубийство. Защита покупает вам шанс отделаться переломом или синяком там, где без нее вас ждет летальный исход. И экономить на защите – это настоящее безумие. И перед тем, как перейти к рискам для индустрии, друзья, я прошу проверить вашу подписочку на мой YouTube-канал, ну а также на мой Telegram-канал. Там я публикую подобные и многие другие новости гораздо чаще, чем делаю ролики. И если это видео вам нравится, друзья, прямо сейчас поставьте ему лайк. Ну а мы двигаемся дальше. Третья и самая неприятная проблема – это последствия для всей индустрии. Чем вообще грозят нам такие инциденты? Каждая новая смерть на трассе заставляет власти, страховые компании и суды жестко менять правила игры. Давайте посмотрим на сухую статистику. За 25 лет существования Лиаганга там произошло всего 6 смертельных случаев. Но пугает совершенно другое. Ровно половина из них, а именно 3 трагедии, случились за последний год. Администрация парков уже бьет тревогу. Из-за давления юристов они вынуждены постоянно перестраивать культовые трассы, урезать траектории и закрывать знаменитые прыжковые линии. Как это произошло, например, с популярной серией Hot Shots. Это, кстати, культовая черная трасса в Лиаганге, которая была создана для огромных вылетов и максимального времени в воздухе. Но ее идеальный гладкий рельеф сыграл с райдерами злую шутку. Люди просто теряли контроль над скоростью.
В июне прошлого года на этой линии с разницей всего в 2 дня разбились насмерть 2 опытных спортсмена. 54-летний турист из Швейцарии и 33-летний гонщик из Латвии. Оба совершили фатальный перелет на трамплинах. Эти трагедии стали точкой невозврата. Администрации парка пришлось оправдываться в судах перед страховыми компаниями. В итоге опасные прыжковые связки полностью перекрыли на проверку, а шейперов заставили перестраивать геометрию вылетов, чтобы искусственно гасить скорость. Короче, самую скоростную и фановую трассу Европы просто урезали ради безопасности. А чем же это грозит нам, простым велосипедистам? А для нас это закручивание гаек грозит 3 конкретными вещами. Первое – это закрытие или полное изменение лучших и самых адреналиновых спотов. Их просто превратят в скучные или слишком зарегулированные зоны, где будет негде прогрессировать. Второе – это введение огромных штрафов и жесткого контроля за нахождение на трассе после выключения подъемников. Вплоть до аннулирования сезонников и гравити-карт без права возврата денег, что я, кстати, вполне поддерживаю. И третье – это резкое удорожание страховок и билетов, ведь паркам приходится тратить миллионы на дополнительные сетки, маршалов и юридические суды. Экстрим постепенно пытаются загнать в жесткие рамки закона, и если мы не начнем думать головой, то очень скоро кататься нам придется исключительно по ровным асфальтовым дорожкам. Друзья, тут нужно, конечно же, признать честный факт. Никакие идеальные шейперы и новые концепции безопасности не спасут нас от самих себя. Полиция проверила оба трека, и дефектов в конструкции трасс они не нашли. Проблема не в прыжках, проблема в личной ответственности. Экстремальный маунтинбайк прощает очень многое, но он не прощает тупости. Если вы выезжаете на черный трек без защиты или лезете на спот в сумерках, когда вас никто не видит, вы берете в залог собственную жизнь. Вся ответственность за рулем лежит только на вас самих. Стоит ли минутный хайп того, чтобы вас увозили с горы в черном мешке? Думайте своей головой до того, как застегнуть шлем, если вообще, конечно, его надеваете. А теперь я хочу задать вам один вопрос. Как вы считаете, нужно ли байк-паркам вводить все эти жесткие правила, штрафы и закрывать трассы по вечерам? Или спасение велосипедистов – это дело рук самих велосипедистов, и каждый имеет право рисковать как хочет? Друзья, пишите свое мнение в комментариях, мне будет очень интересно его узнать. Ну а вы берегите себя и своих близких, а мы с вами увидимся в следующем ролике.